Всем привет! Вы на канале Russian Language Club. И сегодня мы пойдем в Гранд Макет России, который находится в Санкт-Петербурге. Как только вы заходите в Гранд Макет, вы сразу видите мастеров, которые делали этот макет, собирали его. Конечно, как и в других музеях миниатюр, сразу удивляет детальность. С какой детальностью мастера делали каждый экспонат. Это удивительно. Знаете картину Шишкина «Мишки в лесу»? Эта миниатюра очень напоминает эту картину, только здесь один мишка и два испуганных человека. Интересно, а что бы вы чувствовали, когда бы встретили медведя? Да, я думаю, вы слышали о таком стереотипе, что по улицам России ходят медведи. А есть такой стереотип, что в России две проблемы. И одна из них – это дороги. На этой миниатюре люди решают эту проблему. Они строят автостраду. Вроде стоите, чтобы они просто ехали, это нечестно. Россия всегда была аграрной страной. Думаю, вы хорошо знаете, что у многих россиян есть дачи. А какая дача без бани и огорода? Огород нас кормит. Ну, конечно, не все живут в больших городах, мегаполисах. Кто-то живет и в маленьких городах, в которых очень уютно, мило, тепло и приятно. Вы только обратите внимание, как они все рядом дружно живут. А вот это уже город побольше. Улицы пошире, но люди такие же добрые. Ну и, конечно, Россия не может без своих олигархов. Их жизнь сильно отличается от остальных людей. В России можно встретить все – и богатых, и бедных, и добрых, и злых. Конечно, добрых больше. Также в одно и то же время на одной территории России будет жарко, а в другой части будет очень холодно. И в макете это очень хорошо видно, когда вы были в теплом Зауралье, попадаете в холодную, труднодоступную Сибирь.
Вот, например, типичный для Сибири дом на сваях. А вы знаете, сколько трудов и времени потратили, чтобы построить такой дом? Музей впечатляет масштабностью. Да, мы уже говорили о маленьких деталях, но мы не говорили о том, что здесь работает не только техника, но здесь работают и жители этой миниатюры. Они работают, и они живут, они отдыхают. Вот как здесь. Фестиваль воздушных шаров. Или как здесь, во время пандемии. Ничего вам не напоминает? Я не смогу сфоткать эти. Наша коровка вообще разрядилась на пол. Кстати, по всему макету каждый гость может что-то делать с миниатюрой. Может нажимать кнопки, и люди начнут работать или остановятся. То есть каждый гость может стать участником этой миниатюры. Вот здесь какой-то гость решил начать пожар. Когда вы проходите от одной миниатюры к другой, вы сразу замечаете, как важны дороги. Вы только представьте, что дорога соединяет не только деревню и город, города между собой, области, регионы. Дороги соединяют жизни людей. Дорога, дорога, ты знаешь, как много о жизни моей непростой. Дорога, дорога, осталось немного, я скоро приеду домой. Вот он какой гранд-макет России в городе Санкт-Петербург. Это не точная миниатюра России. Это некоторые детали, которые отличают Россию от других стран. Здесь есть детали, которые типичны только для российских регионов. Если вы хотите посмотреть на Россию с разных сторон, то гранд-макет – это то, что вам нужно.
Поесть. Вот мы и были Сейчас пойдем поедим. Надо что-то нормально поесть. в Гранд Макет России, который в Санкт-Петербурге. Он намного больше, чем в Москве. И если вы будете в Петербурге, то обязательно сходите. Это очень необычное место. Здесь много регионов, здесь все регионы России. Может быть, города непонятно какие, но самые такие важные моменты, что происходит в России, это все есть. Подписывайтесь на канал, смотрите новые видео и пока-пока, до скорой встречи.